Лечение гайморита. Как вылечить гайморит быстро и без прокола? Ямик-процедура – это метод местного лечения синуситов. Возраст пациента – 7 лет. Диагноз – острый гнойный синусит. Первая процедура. Тактика лечения, выбранная врачом – местное лечение антибиотиком. Лекарственный препарат в ходе процедуры будет вводиться непосредственно в околоносовые пазухи. Процедура начинается с осмотра носовой полости на предмет анатомических особенностей, которые необходимо будет учесть во время установки назального катетера Ямик в полость носа. Ребенок с острым гнойным риносинуситом. Лечение началось вчера. Промывание носа. Сегодня будем вводить в пазухи глуцил антибиотики. Гнойные выделения. Врач проводит одновременно анестезию и аномизацию слизистой оболочки полости носа с обеих сторон. Для этого используется раствор, состоящий из 10 мл 10% лидокаина и 10 мл 0,25% називина. С учетом длительности процедуры не более 10 минут. На адекватную анестезию требуется не более 3 мл раствора. Этап введения катетера в левую половину носа. Пациент находится в положении сидя на кушетке. Корпус катетера предварительно изогнут таким образом, чтобы длина вводимой части катетера соответствовала расстоянию между преддверием носа и хааной у пациента. Как ощущения? Нормально. Молодец. Этап раздувания баллонов. Баллоны раздутые, один в преддверии носа и другой в области хааны, герметизируют и изолируют синоназальную полость от внешней среды и ограничивают зону контакта лекарственного препарата со слизистой оболочкой носа и околоносовых пазух. Наличие герметичности является обязательным условием при проведении ямик-процедуры. Вот тут давит, наверное, немножко, да? Ага. Но не больно. Для того, чтобы врач хорошо видел движение крыла носа при проверке наличия герметичности, изменяется наклон головы пациента. При движении поршня шприца на себя от себя крыло носа должно втягиваться и возвращаться в исходное положение синхронно с движением поршня шприца. Для непосредственного введения лекарственного препарата в пазухи пациент переводится в положение лежа на боку, на стороне пазух, в которые будет вводиться препарат. В таком положении за счет баланса сил гравитации и поверхностного натяжения произойдет заполнение пазух лекарственным препаратом. Шприц объемом 20 мл с 10 мл лекарственного раствора присоединяется к рабочему каналу катетера. Врач начинает совершать движение поршнем шприца с амплитудой 1-2 мл. Этого вполне достаточно, чтобы раствор из шприца начал переходить в пазухи. Такое незначительное изменение давления гарантирует безболезненность процедуры. Врач сделал 90 колебаний поршнем шприца. В результате всего за 50 секунд в пазухи было введено 10 мл раствора антибиотика. После извлечения катетера из носового хода ничего не вытекает. Значит, весь лекарственный препарат находится в пазухах. Все хорошо? Угу. Присаживайся, пожалуйста. Присаживайся. Лицом вниз. Пациентка переводится в положение сидя лицом вниз. Легкое выдыхание через нос приводит к появлению отделяемого из пазух только той половины носа, куда вводили лекарственный препарат.
Значит, дренажная функция соустий левой половины носа частично восстановилась уже в ходе процедуры. Это объясняется тем, что вязкость патологического содержимого, находящегося в пазухах, после контакта с физиологическим раствором, который был введен в пазухи, начала снижаться, и имеющегося просвета естественных соустий стало уже достаточно для самостоятельной эвакуации отделяемого из пазух. Не сморкаемся. Как самочувствие? Нормально. Больно не было? Может, ножки положить на кушеточку, чтобы удобнее было? Аналогичная процедура проводится теперь и на правой половине носа. Чуть-чуть пониже. Придержите сзади голову. Все то же самое. Не бойся. Спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо. Все хорошо. Здесь незначительный гребень перебивки носа в основании. Я начал с выражения с левой стороны, что вот с правой стороны вот тут просвет слегка сужен за счет гребня перегородки носа. Поэтому тут было неприятно. Все то же самое, все. Никаких болевых ощущений. Дыши ротиком, просто шарики надуваю. Вот один надулся, чувствуешь, да? Вот второй. Все, молодец. Все, хорошо. Не болит нигде ничего. Давай, голову на бочок. Давай, хорошо. Тогда все, крыло носа подвижно. Отлично. Теперь ложимся. Давай на руку мы хорошо, на руку. Если просто лекарство дадим, и все хорошо. Вот чуть-чуть осталось. Молодец. Немножко ниже голову ставь. Вот так вот. На данном рентгеновском снимке видно, как контрастный раствор заполняет пазухи при положении пациента лежа на боку. Причем уровни контраста в разных пазухах параллельны друг другу. В процессе введения препарата не было никаких признаков попадания раствора в глотку пациента. Это свидетельствует о том, что в процессе введения раствор не вышел за пределы зоны, ограниченной раздутыми баллонами. Все, все, голову пониже поставь. Сейчас все уже убираю. На введение 10 мл препарата в другую половину носа врачу потребовалось всего 70 движений поршня шприца. Потихонечку присаживайся. Лицом вниз. Выдыхай носом. Теперь отделяемое выходит из обеих половин носа, причем из правой отделяемого выходит больше. Это свидетельствует о том, что дренажная функция соустьев восстановилась в большем объеме. Сегодня они, по крайней мере, не такие интенсивно зеленые, как были вчера. Голову повыше. Значит, ваточку мы ставим для того, чтобы из носа ничего не вытекало. Вы ее через полчасика уберете. Через час можно будет только высморкать ребенка. То есть целый час мы не сморкаемся. В смысле, вы как высморкать? Ну, Чуть-чуть высморкать? Вообще сморкать целый час нельзя. А, целый час? Да, через час вы можете уже, как приедете домой, вы можете уже промыть нос, да, уже все, отсморкаться. Ватки можно убирать через полчаса. Хорошо. Подведем итоги. На местное введение терапевтической дозы антибиотика во все околоносовые пазухи обеих половин носа потребовалось 15 минут. В ходе процедуры частично восстановилась дренажная функция соустий. Пациент во время проведения процедуры не испытывал никаких болевых ощущений.
Зона контакта лекарственного раствора со слизистой оболочкой носа и около носовых пазух была четко ограничена пространством между раздутыми баллонами.